Мобилизация заключенных в России стала одной из часто обсуждаемых тем украинско-российского конфликта. Она вызывает множество разногласий и споров в российском обществе, и до конца непонятно, чем закончится эта инициатива для России в целом. Однако сегодня мы разберемся в этой теме. С тебя подписка на канал, а я продолжаю. Мобилизация заключенных в Российской Федерации началась летом 2022 года, когда в интернете появились первые сообщения о том, что в составе русского контингента в Украине появились отряды людей, привлеченных к судимости. Этим людям предложили возможность получить свободу в обмен на участие в украинско-российском конфликте какое-то время. После окончания срока, в основном полгода, этот срок написанный заранее в заключенном договоре, заключенный получал помилование от президента РФ, после чего мог жить полноценной жизнью. Набором заключенных в российскую армию сначала занималась организация ЧВК «Вагнер», подконтрольная олигарху Евгению Пригожину, но после смерти Пригожина ответственность за мобилизацию заключенных полностью перешла на Министерство обороны России. И, кстати, убрали потом у заключенных лишь полгода воевать, теперь надо воевать до конца войны. Данная практика о мобилизации заключенных вызвала множество споров в российском обществе. Одни люди считают, что мобилизация заключенных вызовет долгосрочный негативный эффект в будущем, в результате чего повысится уровень преступности в бедных регионах РФ. Другие же утверждают, что подобная практика позволяет избежать мобилизации в России, по аналогии с Украиной, и задействовать опасные элементы общества в полезных целях. Однако кто же все-таки прав? И как мобилизация заключенных влияет на Россию? Что ждет русское общество в будущем, когда бывшие заключенные вернутся с войны? Чтобы ответить на эти вопросы, нам нужно узнать масштаб мобилизации заключенных в Российской Федерации. Итак, по состоянию на 2022 год численность заключенных в России составила 470 тысяч человек. По данным журнала Forbes, 12% от этого количества являются женщинами. И потому Россия на 2022 год имела приблизительно 414 тысяч заключенных, которых потенциально можно призвать на военную службу. К сожалению, мы не можем знать точно, кто из этих заключенных годен для военной службы, а кто нет, ибо это невозможно. В тюрьме могут сидеть не только здоровые люди, которые по каким-то причинам нарушили закон, а и довольно слабые парни, которые и автомат в руки не возьмут. Потому я отниму 50 тысяч из числа заключенных в России, и мы с тобой получим более точный результат в виде того, что русское государство может призвать на конфликт с Украиной где-то 364 тысячи заключенных. Это довольно огромный резерв для армии, но если полностью амнистировать этих заключенных, то для России это станет бомбой замедленного действия, которая многократно увеличит уровень преступности. Но мы же с тобой понимаем, что такого не произойдет, и русское государство вряд ли будет брать столько заключенных на фронт, ввиду того, что в этом нет нужды. Да и не каждый человек, который сидит в тюрьме, собирается воевать в Украине, потому чтобы узнать угрозу для российского общества со стороны заключенных, нам нужно понять, сколько людей с судимостью служит в российской армии сейчас и насколько эти люди опасны для общества. А разобраться в этом нам помогут различные журналисты, а также заявления Евгения Пригожина. Пригожин говорил, что численность группировки Вагнера, куда частенько набирали заключенных, составляла 50 тысяч человек, а почти все журналисты, как российские, так и западные, так и украинские, утверждают, что численность всех заключенных в армии России на начало 2023 года составляла от 50 до 100 тысяч человек. По сути, это является основной массой людей, которые собирались идти на фронт ради свободы. И вряд ли в ближайшее время контингент заключенных будет увеличен, ввиду потери у самих заключенных энтузиазма воевать. Это заметил даже Евгений Пригожин, который при второй мобилизации заключенных в свои войска набрал в несколько раз меньше людей, чем в первый раз. В конце 2023 года в некоторых местах России даже наблюдалось возвращение прироста поступления заключенных в тюрьмы. А по официальным данным РФ, в июне 2023 года численность всех заключенных в тюрьмах составила 433 тысячи человек, что лишь на 7% ниже, что было в 2022 году. Касательно же того, какова численность заключенных в России в 2024 году, то тут информация разнится. Официальной статистики по этому поводу
поводу я не нашел, но нашел украинские статьи, где говорится о том, что численность заключенных в РФ достигла рекордно низких показателей в виде 256 тысяч человек. Данные эти, как мне кажется, не совсем корректные, и более приземленные данные предоставила организация «Русь сидячая», директор которой Ольга Романова заявила, что численность заключенных в России под конец 2023 года должна была составлять где-то 400 тысяч человек. Потенциально возможный мобилизационный резерв без женщин и негодных на службу по этим данным, по аналогии с теми расчетами, которые я делал в начале ролика, составит 302 тысячи человек, от чего мы можем сделать вывод, что на начало 2024 года в зону СВО отправилось минимум 62 тысячи заключенных. По самым же максимальным подсчетам, численность заключенных в армии РФ могла быть от 150 до 200 тысяч человек. Потому я думаю, что 100 тысяч российских заключенных в зоне СВО будет самой объективной цифрой в этом ролике. И сейчас мы с тобой подумаем, что случится с Россией, когда с войны вернется сотня тысяч людей с бывшей судимостью. Во-первых, не все заключенные вернутся с поля боя. Во все времена контингенты заключенных были главным расходным материалом. Снаряжение и экипировку таким отрядам не всегда дают хорошую. Во многом они служат прикрытием более лучших подразделений. И потому будет неудивительно, если 30 или 40 тысяч заключенных не доживут до конца войны. Все-таки украинско-российский военный конфликт очень масштабный. В итоге с войны вернется 70 тысяч заключенных, что составит 15% от количества заключенных в 2022 году. По данным Википедии, 30% заключенных совершают повторное преступление. И таким образом выходит, что 21 тысяча человек может повторно совершить преступление, если верить статистике, и отправиться обратно в тюрьму. Конечно, это война, и процент повторных преступлений может быть больше ввиду ПТСР различных и того, что после войны многие вряд ли найдут работу. Но в целом картина вырисовывается не такой печальной. Это, конечно, может повлиять на уровень преступности, но не настолько критично, ибо основная проблема для русского государства в будущем — это не зэки, а принятие всех солдат, которые были на СВО, назад в общество и оказание этим людям поддержки, если она им потребуется. Ну а как российское государство справится с этой задачей, покажет время. Спасибо, что досмотрел ролик до конца, и до новых встреч.